Компактный кроссовер, 5 цилиндров, 390 лошадиных сил. Это что, привет из прошлого? Или мечта для настоящего автолюбителя? И да, все именно так. Cupra снова возвращает Formentor после рестайлинга версии VZ5. Под капотом знаменитый 2,5-литровый 5-цилиндровый мотор. И обещаю, сегодня будет жарко. Это наш первый показ прямо с закрытого трека. Специально для вас. И сейчас мы расскажем все, что нужно знать о рестайлинговом Formentor и о специальной версии VZ5. Насколько он вообще особенный. И стоит ли выбирать именно его, а не 2-литровый 4-цилиндровый вариант. В чем ключевые отличия. И еще важная новость. Впервые эта версия будет доступна и с правым рулем. Так что друзья из Великобритании, Новой Зеландии и Австралии тоже получат свою часть. Всего выпустят 4000 автомобилей, серия лимитированная. Большинство, скорее всего, уйдет в Великобританию и Германию. Австрия и Швейцария тоже среди крупных рынков. А в некоторые страны попадут буквально единичные экземпляры. Мы подробно пройдемся по экстерьеру и интерьеру, а затем, конечно, будет езда и на закрытой трассе, и в обычной повседневной жизни. С Томасом авточувством в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Начнем спереди Cupra Formentor VZ5. После рестайлинга логотип VZ5 здесь выбит прямо в нижней части бампера. Это особенность именно этой версии. Здесь же карбоновые вставки – это отдельный карбоновый пакет. Цвет автомобиля Enceladus Grey с легким зеленоватым оттенком. Очень интересный. У VZ5 также расширенные колесные арки. Посадка на дороге заметно шире. Колеса 20 дюймов. Эксклюзивно для VZ5, плюс производительные тормоза Kibona. Обычно даже версии VZ ограничиваются 19-дюймовыми колесами. Длина 4 метра 45 сантиметров. Формат компактный кроссовер. А Cupra Tavascan это уже старшая модель. DCC Dynamic Chassis Control. Адаптивная подвеска здесь уже в базе для VZ5. Но все-таки это не полный фарш. Некоторые опции остаются за доплату, надо это отметить. Сзади рестайлинг с обновленной световой полосой во всю ширину. Подсвечен логотип Cupra. Шильдик VZ5. В нижней части еще элементы карбонового пакета. И сразу видно 4 патрубка выхлопа. Фирменный признак 5-цилиндровой версии. И тут закономерный вопрос. А можно ли поставить выхлоп Акрапович? Для обычной версии VZ с 4-цилиндровым мотором на 333 лошадиные силы, да, как заводскую опцию, примерно за 4000 евро. Здесь же объясняет так. Теоретически можно поехать в Акрапович, пройти амалогацию и поставить, но заводской опции его делать не планируют. Они хотят сохранить чистое аутентичное звучание 5-цилиндрового двигателя. И этот аргумент, честно говоря, понятен. Хотя кто-то, конечно, скажет, возьму тогда 4-цилиндровую версию и сразу получу более громкий и эффектный звук с заводским Акрапович. Так что да, тема для обсуждения здесь точно есть. Теперь к двигателю. Обычные версии Formentor предлагаются с моторами 1,5 литра TSI, 2 литра TSI и 2 литра TDI. Есть и подключаемый гибрид. Самый мощный 4-цилиндровый вариант 333 лошадиные силы. Разгон до сотни 4,8 секунды. А вот здесь 4,2 секунды, 2,5 литра, 5 цилиндров, 1, 2, 3, 4, 5. Это Cupra Formentor VZ5. 390 лошадиных сил, 480 ньютон-метров крутящего момента и разгон до сотни за 4,2 секунды. То есть на 0,6 секунды быстрее, чем самый быстрый 4-цилиндровый Formentor. Полный привод тоже в базе. И выглядит все это, честно говоря, довольно эффектно. Как вам? Предложение действительно уникальное. Вы знаете, что это двигатель Audi. Его же используют, например, в Audi RS3. И здесь важно понимать одну вещь. Платформа у машины переднеприводная по своей архитектуре, поэтому полный привод обычно ориентирован вперед. Передняя ось плюс задняя в стандартной логике. Такая схема есть у версии VZ на 333 лошадиные силы, но у VZ5 все иначе.
Здесь реализовано распределение крутящего момента по задней оси. Что это дает? Например, при разгоне на выходе из поворота больше тяги уходит на внешнее заднее колесо, и машина начинает ощущаться почти как заднеприводная. Хотя формально ею не является, понимаете, о чем я? И именно это я особенно хорошо почувствую и покажу вам, когда мы сегодня поедем действительно агрессивно на закрытом треке. Это ключ. Здесь наклейки только для трек-дня. Ничего особенного. А теперь звук закрывания двери. Плотно, уверенно. Вот это то, что нужно. Знаете, когда машина новая, я проверяю не только звук выхлопа, но и то, как закрываются двери. Это один из фирменных приемов нашего канала. Внутри дверей верхняя часть мягкая, немного без выраженной структуры. Чуть ниже уже мягче с отделкой из кожзама. Аудиосистема Sennheiser, 12 динамиков, ниже по двери жесткий пластик. Но, по крайней мере, блоки управления здесь логичные, все на своих местах. На порогах фирменные накладки Cupra, коврики специальные с кожзамом по внешнему контуру. Здесь также используется Econil, это переработанный материал. Руль с перфорацией по бокам, медные акценты, контрастная прострочка, полностью без животных материалов. Эта отделка пока не предлагается, это стоит отметить. Что здесь действительно радует, у нас остались физические крутилки и колесики. Классические органы управления. Можно пролистывать те режимы движения или нажать и удерживать, и сразу перейти в режим Cupra. Конкретно этот автомобиль оснащен ковшеобразными сиденьями Cupra. Внутри ткань, выраженная поддержка плеч, выглядят очень эффектно. Производитель Sabelt. Есть и специальная более жесткая текстура ткани, чтобы визуально сиденья смотрелись еще интересней. Да, выглядят они действительно круто. Поддержка плеч сверху отличная. Для активной езды это большой плюс. Но сама посадка жестче. Особенно в зоне седалищных костей. И именно поэтому я бы выбрал обычные спортивные сиденья. Они и так достаточно спортивные и при этом заметно комфортнее. Их можно заказать с микрофиброй динамика, но все зависит от рынка. Пока нет стопроцентного подтверждения, являются ли они стандартом для VZ5 или входят в пакет Extreme. В разных странах конфигурация может отличаться. Лично я всегда выбирал бы Formentor без ковшей Cupra, а с обычными спортивными сиденьями ради максимального комфорта. Руль регулируется по высоте и вылету, посадку подобрать легко, передачи можно переключать вручную лепестками, роботизированная коробка с двумя сцеплениями. И по запасу над головой все в порядке. Здесь установлена панорамная крыша. Ее, кстати, все еще можно открыть, что сегодня встречается довольно редко. Есть и электрошторка. Теперь к кокпиту Cupra Formentor VZ5. Выглядит действительно спортивно. И после рестайлинга интерьер стал заметно чище и аккуратней. Здесь установлен экран на 12,9 дюйма. Физических крутилок уже нет. Но для температуры оставили сенсорные слайдеры, и это важно. Не все нужно делать через меню. Можно и плюс-минус на экране. Но слайдером, честно говоря, пользоваться проще. Еще один приятный момент – структурированная передняя панель. Рельеф здесь не только видно, его реально чувствуешь рукой. Плюс четкие грани, интерьер смотрится собранным и острым. Медные акценты и контрастная прострочка. Мне этот дизайн действительно нравится. Бардачок сейчас забит вещами. Поэтому он открывается и сразу падает вниз. Ничего показательного, просто так получилось. И снова ковшеобразные сиденья Cupra. Как я уже говорил, я бы выбрал стандартные спортивные. Но выглядят эти ковши безусловно очень эффектно. Центральная консоль, боковые поверхности немного мягкие. Опять же с контрастной прострочкой, здесь же беспроводная зарядка с вентиляцией. Секунду. Да, она действительно вентилируемая. Пришлось присмотреться. И рядом два разъема USB-C. Кстати, вот здесь кнопка полного отключения стабилизации. Она есть. Но, пожалуйста, не используйте ее на дорогах общего пользования. Одно нажатие – это ESC Sport. Нажатие с удержанием – полностью отключенная стабилизация. ESC Off. Но еще раз, не для обычных дорог. Для лаунч-контроля, который мы делали на закрытом треке, достаточно ESC Sport. Полностью отключать систему не нужно. Честно говоря, я даже на треке обычно не езжу с ESC Off. Здесь можно положить ключ рядом с электротрансмиссией. Назад это назад, вперед это вперед. Электрический стояночный тормоз.
Подстаканники разных размеров, но без адаптивного механизма. Подлокотник хотелось бы сделать помягче. Зато он регулируется и по вылету, и по высоте. Под ним дополнительное пространство и розетка 12 вольт. Еще один момент, который мне нравится – классический интерфейс на руле. Физические кнопки для круиз-контроля и других функций. Подогрев руля опция. Нажал одну кнопку и готово. И в цифровой приборной панели можно вывести крупный тахометр. Смотрится очень эффектно. Такое оформление мы видели и у прошлых моделей Audi. Лично для меня это самый удачный режим отображения приборов. Еще немного про экран и главный блок мультимедиа. Самое важное здесь выбор режимов движения. Сделать это можно через меню и кнопкой прямо на руле. Как я уже говорил, режимы можно пролистывать по очереди. Вот, например, комфорт, но если нажать и удержать, машина сразу переходит в режим Купра. Либо можно выбрать индивидуал. Очень удобная логика, мне это нравится. В режиме индивидуал можно настроить все по отдельности. Адаптивную подвеску DCC вплоть до максимально комфортной, при этом, например, рулевое управление сделать жестче, в режиме перформанс или Купра. Хорошее сочетание, если хочется баланса. И еще один важный момент. Если пролистать вниз, здесь можно отключить европейский звуковой сигнал превышения скорости, контроль внимания водителя и ассистент удержания в полосе. Сзади двери с жестким пластиком, вставка из кожзама и снова жесткий материал в нижней части. Выглядит аккуратно. Серо-графитовый оттенок и контрастная прострочка в медном цвете – очень приятное сочетание. Сами сиденья в стиле ковшей и сзади. Крепление изофикс на месте, спинки складываются, подстаканники есть, но они не адаптивные. Зато по ощущению хорошее качество сборки. Здесь же лючок для длинномеров, тот самый лыжный проем. А что по комфорту и пространству? На удивление вполне достойно. Мой рост 1,89 м и даже с панорамной крышей над головой еще остается запас. Крышу, кстати, можно открыть. Кажется, что спортивные сиденья спереди добавляют пространство для ног сзади. Я спокойно сижу здесь как высокий взрослый, и места хватает. И внизу 2 разъема USB-C для пассажиров второго ряда. Давайте посмотрим на багажник. Даже если вы выбираете версию с акцентом на динамику, в повседневной жизни практичность все равно важна. Итак, по ширине здесь примерно 1 метр. Груз легко помещается под шторку. Спинки складываются в пропорции 2/3, 1/3. Максимальная длина при сложенных сиденьях около 1 метра 60 сантиметров. В целом багажник вполне удобный и функциональный. Под полом дополнительное пространство, но его здесь немного, потому что установлен сабвуфер. Я, честно говоря, обычно просто оставляю все в таком виде. В других версиях без дополнительного оборудования места под полом может быть больше. Можно снять и верхнюю шторку. Тогда получаем высоту около 70 сантиметров. А стандартная длина без складывания сидений примерно 80 сантиметров. Для повседневных задач более чем пригодно. Сначала выезжаем на закрытую трассу и даем двигателю немного поговорить. Конечно, я тоже буду говорить. Поехали. Ого, эти производительные тормоза действительно очень резко хватают. Так что не удивляйтесь. Еще раз, закрытая трасса. Все, что вы здесь видите, происходит легально. Даже если выглядит немного нелегально. Вау, отличная динамика у этого 2,5-литрового 5-цилиндрового двигателя. 390 лошадиных сил, 480 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни 4,2 секунды, а не 4,8, как у 2-литрового 4-цилиндрового варианта. Разница 0,6 секунды, и да, она реально ощущается. Машина здесь очень сбалансированная. Полный привод работает отлично. Трек у нас, кстати, очень приятный. Перед нами едет ведущая машина, что-то вроде пейскара. И да, по ощущениям, это действительно настоящая гоночная трасса. Нейтральный баланс шасси – это очень круто. Хорошее чувство руля на выходе из поворота. Машину почти не трясет. Адаптивная подвеска DCC держит все под контролем. И при этом остается комфорт в движении. Лия, как тебе? Весело. Да, весело, очень весело. И именно поэтому машина не кажется тяжелой. Это компактный кроссовер, и здесь все построено вокруг удовольствия от вождения.
И этот компактный кроссовер, как я уже говорил, не ощущается тяжелым. Колесная база довольно короткая, и ты просто наслаждаешься процессом. Машину не выталкивает наружу в поворотах, и если честно, я мог бы ехать и быстрее, если бы Пейскар впереди прибавил темп. Но, конечно, здесь просто следят за нашей безопасностью. И вау, по ощущениям, это почти гоночный автомобиль. Вот в чем фишка. Его реально можно бросать из поворота в поворот. Звук очень приятный, хотя да, я бы все-таки хотел здесь выхлопа Карповича, который для VZ5, увы, недоступен. Посмотрите на это, насколько агрессивно можно ехать. Бардачок даже открылся сам, вот это да. Отличное сцепление и по ощущениям от шин тоже. Вау. Эту машину очень приятно вести активно. И мы уже на 190 км в час. При этом производительные тормоза Кибона работают действительно отлично. И ты точно знаешь, что в любой момент сможешь уверенно остановиться. А как машина ведет себя на обычных дорогах и на трассе, сейчас как раз это и проверим. Лежачего полицейского проходит вполне нормально. Мы начинаем в режиме комфорт, и даже с учетом производительных тормозов в повседневной езде все адекватно, чтобы спокойно уступать пешеходам и да, собакам тоже. И да, собакам тоже. В итоге в обычной жизни это такой бодрый M&M, и динамика есть, и с бытом все в порядке. Даже в режиме комфорт двигатель ощущается очень живым. Рулевое управление здесь мягкое, но, конечно, режимы всегда можно подстроить под себя, когда просто спокойно едешь. Например, я могу оставить подвеску DCC максимально мягкой, но при этом сделать руль чуть тяжелее. Обычно именно так я и настраиваю. Вот, к примеру, рулевое управление в режиме Купра, подвеска при этом все еще в комфорт. И ух ты, в Купра у руля очень большое сопротивление. Для Лии, скорее всего, это было бы немного утомительно. А она обычно предпочитает легкий руль, а я наоборот выставил сопротивление повыше. И все это можно точно настроить под себя вплоть до мелочей. Интересно, что режим Performance дает меньше сопротивления, чем Купра. Честно говоря, мы этого не ожидали. С современной точки зрения настройка руля в режиме Купра ощущается действительно очень жесткой, необычно. И именно этим любопытно. Даже в режиме комфорт реакция двигателя все равно ощущается спортивной. Как будто это такой спортивный режим для обычной езды, понимаете, о чем я? А вот если включать Купра, на обычных дорогах становится почти невозможно ехать. Илья сразу реагирует, что вообще здесь происходит. Да. В Купра режиме в повседневных условиях машина ощущается почти неуправляемой. Ты сразу думаешь, окей, это уже чисто трековая настройка, это важно понимать. Кстати, про DCC. Здесь нет какой-то отдельной, более жесткой калибровки. Это не история про то, что взяли адаптивную подвеску от обычного VZ и сделали ее еще жестче. В этом просто нет необходимости. Задача была не сделать машину некомфортной. Formentor – компактный кроссовер, размер правильный, маневренность хорошая, и в обычной жизни он ощущается именно так, как должен ощущаться такой автомобиль. С этим здесь все в порядке. Эти ковшеобразные сиденья, когда активно проходишь повороты, держат тело заметно плотнее. Но, как я уже говорил, в блоке про интерьер, глубина посадки, особенно в зоне седалищных костей, здесь гораздо жестче, чем у обычных спортивных сидений. А стандартные спортивные сиденья, напомню, и так уже довольно спортивные и с интегрированным подголовником. Ковши же более тонкие и жесткие. С этим нужно быть готовым жить. Поэтому я бы, честно говоря, обязательно посидел в них у дилера перед покупкой. И если бы я выбирал Formentor для себя, я бы всегда остановился на обычных спортивных сиденьях. На загородной дороге можно просто спокойно катиться, наслаждаться поездкой. И здесь все действительно нормально. Подвеска работает хорошо. Да, здесь стоят 20-дюймовые колеса, и это, конечно, делает ход жестче. Но DCC очень неплохо это сглаживает. Если брать не VZ5 версию с колесами меньшего диаметра, комфорта было бы еще больше. Как всегда, все упирается в размер колес. Хотите больше комфорта или меньше, этим можно управлять именно через выбор дисков. Но для VZ5 20-дюймовые колеса идут в базе, чтобы подчеркнуть спортивный характер. И при этом машиной очень приятно управлять и в обычной езде. На трассе, в повседневных поездках, в
целом баланс получился очень-очень удачным. И, кстати, если нажать и удержать кнопку, машина сразу перейдет в режим Купра, без необходимости пролистывать режимы по очереди. И давайте еще раз ускоримся на трассе. Поехали! Да, по ускорению это действительно очень приятно. Этот пятицилиндровый мотор дает ощущение уверенности. Версия на 333 лошадиной силы с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем тоже безусловно быстрая, это точно. Но здесь на 1 цилиндр больше и больший рабочий объем. И это дает вот это дополнительное чувство запаса, понимаете? Минус в том, что на передней оси чуть больше массы, чем у 4-цилиндровой версии. Но по сути это скорее вопрос философии выбора. При желании всегда можно снова переключиться между режимами движения. Например, вернуться из Купра в комфорт, и все сразу становится спокойнее и расслабленней. В городе этот двигатель иногда ощущается чуть нервным. Как будто он постоянно подталкивает. Ну давай, поехали, гоняйся со мной. А вот здесь на трассе он чувствует себя абсолютно на своем месте. Надо сказать прямо, Formentor не самый тихий автомобиль на трассе. Его старшая модель Cupra Terramar заметно тише по шумоизоляции, это важно понимать. У Formentor характер более грубый по звуку. Уже на 120 км в час шум в салоне довольно заметный. Да, здесь он ощущается громче, чем у Terramar, но при этом поведение на ходу снова очень радует. Машина едет собрано и уверенно. DCC хорошо сглаживает влияние 20-дюймовых колес. Плюс сама трасса здесь качественная, так что в целом мне комфортно. Очень нравится. Что практически нет лишних колебаний кузова. Автомобиль остается спокойным и стабильным. Можно просто ехать и наслаждаться крейсерским режимом на тех же 120 км в час. И вот здесь как раз помогает больший рабочий объем и один дополнительный цилиндр. На высоких скоростях этот двигатель дает ощущение спокойствия и запаса. А вот на низких скоростях, особенно в городе, с этой настройкой обороты держатся довольно высоко. Иногда это даже может немного нервировать. Но здесь еще играет роль и звук в салоне. Он постоянно как будто подталкивает: давай, поехали, активней. Забавный эффект. Но при всем этом здесь есть очень приятное нейтральное ощущение. Что я имею в виду? Машина ведет себя спокойно. Да, это небольшой автомобиль, и колесная база у него не самая длинная. Но при этом на дороге он ощущается очень устойчивым и собранным. И здесь все действительно про удовольствие от вождения. Даже когда просто едешь 120 км в час по трассе, ты чувствуешь связь с автомобилем. Очень прямое, честное ощущение. И даже в таком режиме по трассе просто приятно ехать. Вот в этом и суть этой машины. Ее главный фокус – чистое удовольствие от вождения. Вау, какая поездка сегодня получилась, это было очень весело. И в этом вся суть этого автомобиля. Он настолько хорошо сбалансирован и дарит столько удовольствия от вождения. Вот что здесь действительно круто. Плюс, конечно, эта версия уникальна благодаря 2,5-литровому 5-цилиндровому двигателю. И особенно вот это ощущение. Ощущение уверенности и суверенности. То чувство, которое машина дает, например, на трассе, оно действительно особенное. При этом версия с 2-литровым 4-цилиндровым мотором на 333 лошадиной силы тоже очень классная. У нее есть распределение крутящего момента по задней оси, которое позволяет забыть, что в основе это переднеприводная платформа. С этим задним распределением тяги машина начинает ощущаться почти как заднеприводная. Управляемость настолько сбалансированная, что получать удовольствие можно в любых сценариях, как мы сегодня сделали для вас эксклюзивно. И главный вопрос, нужен ли вам вообще VZ5? Скорее всего, это вопрос философии выбора. Нужно также учитывать расход топлива. Если ехать активно, он будет в районе 10 литров на 100 км и выше. Так что VZ5 это не про рациональность. Это про характер, про эмоции и про удовольствие от вождения. Да, если говорить о цене, то разница на самом деле не такая уж большая, если сравнивать с хорошо оснащенной версией. Например, обычный VZ с максимальной комплектацией, пакетами и опциями. Так что мой совет: обязательно посмотрите конфигуратор именно в вашей стране, потому что доступность и оснащение могут отличаться от рынка к рынку. В любом случае это будет уникальный автомобиль.
Выпуск ограничен 4000 экземпляров, и именно это дает тот самый дополнительный буст, потому что в концерне очень много машин с 4-цилиндровыми моторами, а вот 5-цилиндровые это уже редкость и особенность. По цене. В целом Formentor стартует примерно 40 тысяч евро, если взять версию VZ с 2-литровым 4-цилиндровым мотором и набрать почти все опции, получится примерно 60 тысяч евро. А вот VZ5 выходит примерно на 72 тысячи евро. Да, это дорого для компактного кроссовера, но взамен вы получаете компактный гоночный кроссовер. А что вы думаете об этом автомобиле?